Привет! Если тебе интересно, как научиться проходить Демиурги 2 быстро, это видео для тебя. Будем считать, что тобой уже хотя бы раз были пройдены все кампании и тебе понятны все базовые механики. Бои, перемещения, прокачка, колоды. Также здесь я не буду озвучивать непосредственно маршруты прохождения, а только расскажу о принципах и особенностях. Готовы? Тогда начнем. А нет, сначала настройка. Сама игра хочет, чтобы мы ее заспидранили. В настройках можно включить ускоренный режим и скрыть все, что можно скрыть. Еще важно знать, что все анимации в бою можно пропустить нажатием пробела. И теперь вместо этого мы получили это. Вот теперь мы действительно готовы начать. Спидран делится на две категории: без использования багов и, соответственно, с ними. В категории Glitches все довольно прозаично. Целью спидрана является завершение кампании или всей игры. Соответственно, основной принцип прохождения: мы делаем только то, что нужно для того, чтобы увидеть экран победы, и делаем это быстро, а что не нужно, в максимальной степени пропускаем. Второй основной принцип: не сражаться — это быстрее, чем сражаться. А еще этот принцип применим к убийству существ в бою, поскольку анимацию смерти нельзя пропустить пробелом, поэтому не убивать всегда быстрее. Немного продвинутой механики. В игре есть функция автобоя, более известного как «Урод ты дебил». Автобой обычно ведет себя непредсказуемо, но у него, в том числе и у ИИ врагов, есть некоторые стабильные особенности. Первое. При использовании автобоя существа ходят в атаку по очереди, а при отправке вручную – все сразу. На протяжении забега это экономит достаточно времени, чтобы обращать на это внимание. Частично с этим помогает свойство существ агрессивность. Такие существа всегда ходят в атаку все сразу, независимо от режима боя. Вы можете задаться вопросом: а зачем вообще пользоваться автобоем, если он непредсказуем? Ответ прост. При использовании автобоя можно зажать пробел и ускорить бой еще больше, чем это возможно в ручном режиме. Второе. Враги, кидающие дебафы на существ, делают это в том порядке, в котором существа были вызваны, если врагу не так важно, на кого кинуть дебаф. Это может быть полезно при планировании вызовов или жертвований. Третье. ИИ не умеют справляться с несколькими подряд заклинаниями синтетов, которые сажают существ. Он не станет тратить несколько ходов на то, чтобы снять заклинания по очереди, а снимет их только если у него будет достаточно эфира, чтобы снять их в рамках одного хода. Четвертое. Враг не пойдет в атаку, если вы можете заблокировать всех его существ, не потеряв ни одного своего. Исходя из этого факта, делаем вывод, что убийство врага эфирным возмущением, если есть возможность полностью блокировать его в течение боя, одно из самых быстрых, так как не будет происходить никаких анимаций. Но все вышесказанное действует только для боев без скриптов. Некоторые сюжетные враги имеют особые скрипты для боя с ними, и их поведение будет по этому скрипту. Кстати, иногда эти скрипты могут сломаться в различных ситуациях, и тогда скриптованный враг будет ничего не делать или делать не то, что от него ожидается. В некоторых компаниях большое значение имеют специализации. Получить специализацию героя в игре можно двумя способами: из алтаря и получив ее в награду за бой. Чтобы получить специализацию врага после победы над ним, важно лишь одно – увидеть ее срабатывание, и после боя специализация достанется вам с шансом 50%. Навыки героев и разница в уровнях на это никак не влияют, как показали тесты. Алтарь же дает конкретную специализацию гарантированно. И больше здесь рассказывать и не о чем. Если вы уже прошли игру, то вы знаете, что нужно для завершения каждой конкретной миссии или кампании. А вот теперь мы перейдем к интересным вещам. Основные принципы в категории с гличами сохраняются, но здесь у нас появляются новые инструменты для ускорения нашего прохождения, и сейчас я подробно расскажу, как они работают. Демиурги — игра не самая идеальная в плане своего технического исполнения, и за последний год мы нашли в ней несколько багов, которые смогли применить в целях спидрана. Главный эксплойт, который используется в ране, это абьюз быстрых сохранений, он же Save Load Glitch, он же просто Quick Save. Как в этой игре работают быстрые сохранения? Когда мы нажимаем кнопку F5, между началом сохранения и его концом проходит два тика. В первый тик игра считывает информацию о герое, а во второй записывает ее в файл. Важно то, что между этими двумя тиками мы можем что-то поменять. Если мы нажимаем Save и в тот же момент перемещаемся, то за первый тик успеет измениться местоположение героя, но не его состояние. Тем самым мы можем вступить в триггер начала боя или в триггер катсцены на втором тике, и это состояние не учтется в сохранении, но учтутся наши текущие координаты. После загрузки мы окажемся внутри триггера начала боя или внутри триггера катсцены, но бой или катсцена при этом не начнутся. Поначалу может быть сложно осознать тайминг, но немного практики все решит. Пропуск катсцены довольно прост в исполнении. Если глич удался, то она больше не запустится, и после загрузки можно свободно ходить там, где раньше управление у тебя отбирало катсцена. А вот пропуск боя не так прост, как кажется.
Когда мы с помощью сейвлоуда влезаем в триггер боя, происходит две вещи. Первое. На нас перестают действовать другие триггеры боя. На первом тике сохраняется тот факт, что мы входили в бой, и игра считает, что мы по-прежнему находимся на этапе диалогового окна. В другой бой нас автоматом не затягивает, но мы по-прежнему можем нападать на врагов вручную. Как нам это помогает, думаю, объяснять не стоит. Второе. Игра сохраняет некоторую точку возврата. То место, куда герой должен быть перемещен при проигрыше в бою или при отмене боя. Это мы тоже можем использовать. Например, засетапить точку возврата в одной части карты, пробежать в другую часть карты, сделать там то, что нам нужно, а затем напасть там на монстра и отменить бой, чтобы телепортироваться туда, где был изначально сделан глич. Важно, к софтлоку приводит нападение на врага в башне, находясь в состоянии сейвлоуд глича, если после этого боя задумана катсцена. По какой-то неведомой причине, при таком стечении обстоятельств, твой герой сядет в башню, и катсцена из-за этого больше не начнется. Чтобы не засофтлочить игру, перед ними необходимо отменять это состояние. Отменить состояние боя можно одним единственным способом. Нужно напасть на того монстра, на котором изначально был сделан глич, и отменить с ним бой. Помимо скипа катсцены боев, стоит упомянуть скип диалоговых окон. Такое время от времени встречается, в основном перед финальным боссом миссии или кампании. Принцип здесь такой же. Нужно успеть сохранить состояние героя при входе в диалог, но до того, как откроется само окно диалога. Проделав это, мы отменим скрипт, который данный диалог иначе активировал бы. Но пользоваться этим тоже нужно осторожно, поскольку в большинстве случаев это приводит к софтлоку. Еще один полезный в спидране момент – это фиксированная прокачка героя. Со стороны может казаться, что навыки при левелапе герой получает абсолютно случайно, но это не совсем так. На запуске игры, будь то старт кампании или первая загрузка сейва, герой получит абсолютно фиксированное дерево прокачки, которое будет зависеть от миссии, в которой ты находишься, и даже не будет зависеть от твоего уровня. Причем миссии основной кампании разбиты на подгруппы, которые не совсем коррелируют с самими кампаниями и героями, за которых мы играем. При загрузке сейва или при переходе на новую миссию, фиксированная прокачка сбивается. Данный баг помогает, например, гарантировать получение всех нужных нам навыков во второй миссии синтетов при убийстве кластера или получение контроля в первой миссии кинетов. А еще с его помощью можно взять один навык больше 3 раз. Правда, это ничего не изменит и даже не сломает игру. В целом, это все, что вам нужно знать для того, чтобы уметь спидранить демиурги. Дальше дело за практикой. Но в конце я упомяну еще несколько вещей, которые не актуальны в спидране, но которые мы нашли в ходе нашего изучения. Как вы можете знать, первая часть демиургов была плодом любви третьих героев и Magic the Gathering. Авторы хотели скрестить пошаговый режим приключений и стратегии и бои в стиле карточной дуэли. Так появились демиурги. Вторая часть перешла из жанра стратегии в жанр RPG, но движок практически не претерпел изменений. Поэтому в игре мы встречаем такое наследие третьих героев, как клетки, диалоговые окна при посадке на и высадке с корабля, а также замки рас. Один рудимент, от которого все же есть польза, это календарь. Игровой день в демиургах состоит из 8 действий, будь то шаг на соседнюю клетку, вступление в бой, подбор ресурса или артефакта или открытие магазина. Некоторые катсцены в игре, например, в первых миссиях синтетов и кинетов, а также в третьей миссии виталов, привязаны к смене игрового дня. Когда мы совершаем 8-е действие в день, мы переходим на следующий день, и такая катсцена начинает проигрываться. Как это использовать в своих целях? Например, можно 8-м действием перейти на клетку, которая является триггером боя с монстром или триггером другой катсцены. Тогда вместо начала боя сначала проиграется катсцена, которая зависит от смены дня, но после ее окончания бой или другая катсцена не начнутся. Собственно, случайное обнаружение этого факта и послужило началом к ломке этой замечательной игры. Реально, не хватает второго леса. Он умер. Ну и ладно. Сорян, чел. Но ты в спидран не вписываешься. Что? Опа! Я, конечно, не планировал богоюзить сегодня, но я рад. Также хочется упомянуть туман войны в этой игре. Он имеет одно замечательное свойство. Если ты находишься в тумане войны, то герой не перемещается, а буквально телепортируется в точку назначения. Искусственно добиться нахождения в тумане войны можно путем изменения радиуса обзора через файлы игры, но в спидране это запрещено. Словить такой баг можно и в самой игре, но пока мы не знаем, как стабильно воспроизводить это. Я нашел. Я нашел. Я нашел. Кто сказал там про туман? Я все нашел.
Я все нашел, чуваки. Вот оно. Блин, только когда ты обратно это делаешь. Цифло, да. Хи-хи. Я нашел его. Вот он туман. Слушай, а мы можем телепортироваться к чудищу? Блин, не можем, не можем. Снова к сейф-файлам. Каждый сейф хранится в папке игры в виде двух файлов – bin и sav. Можно проделать финт ушами и взять один файл от одного сейва, а второй файл от другого, и получить довольно интересные результаты. От скипа целой миссии в кампании до изменения ландшафта уровня, где все объекты на карте переместятся туда, где их быть не должно. Естественно, в спидране такое не используется, но я подумал, что упоминание это заслуживает. Одна вещь, которая все же скорее баг, чем фича, в отличие от фиксированной раскачки, это так называемые связанные монстры. В некоторых миссиях есть монстры, которые по неизвестной нам причине связаны друг с другом. Если попытаться на одном таком монстре выполнить save-load glitch, то при загрузке ты побежишь ко второму монстру. Что с этим делать, решать вам. Компания Diamande устроена таким образом, что не подразумевает получение ресурсов и покупку заклинаний в магазинах, но с использованием гличей мы можем попасть в те части карты, где есть ресурсы и магазины, и воспользоваться ими. Также Diamande не может использовать заклинания хаотов и виталов, пока не получит их жизненную силу в сюжетной катсцене, но используя вышеозвученный способ, мы можем обойти это ограничение. Нужно проклипаться через катсцены в часть карты, предназначенную для другого героя, добежать до магазина, продать там недоступные карты и положить их в колоду из окна магазина. Тогда ими можно будет пользоваться. Правда, практического применения этому нет никакого. Ну и последняя дыра в игре, в прямом смысле этого слова, находится в инвентаре. Тут лучше меня расскажет мой коллега. Смотри, что мы нашли. Смотри, можно зайти в магазин, сделать так, и карта исчезнет. Можно еще раз сделать так. И еще одна карта исчезнет. А самое главное... Магия, дур. А самое главное, что когда ты нажмешь ОК и зайдешь обратно в магазин, тебе никто карты не вернет. Никто тебе карты не вернет. Я так в своем прохождении червя просрал. То есть, прикинь, я, захожу в магазин, начинаю закупать червя, а он меня сюда жмется и просирается. А самое главное, мы пока не знаем, как этим можно воспользоваться. И это все, что я хотел вам рассказать. Отдельная благодарность Альфисту F, Калину 6S и Владимилкеру, которые приложили свою руку к краутингу и ломке этой замечательной игры. Ссылочки на них можно найти в описании, и если у вас есть вопросы по тому или иному рану, будем рады видеть вас у меня или у Альфы на стриме. Также можете посетить группу ВКонтакте и Дискорд сервер, посвященные демиургам. Еще увидимся, пока!